Ну, безобразие откровенно полное. Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео, как вы видели из названия, о модернизации, ремонте, реставрации обычной бытовой электроплиты на 2 комфорки. Давайте видео это разделим на 3 части. Первая часть — распаковка запчастей. Вторая часть — будем делать реставрацию, ремонт, внедрять эти запчасти, пытаться их подружить с нашей старой электроплитой. И третья часть — поговорим о ценах. Стоит ли, не стоит ли, сколько стоят запчасти, сколько стоят новые плиты. Ну и соответственно будут озвучены каких марок плиты и почему так. Приступаем, ребята, поехали. Заказал я 6 штук тенов, номинал 1 киловатт, 145 в диаметре, 2 контакта. Сразу давайте проверим, как в народе говорят, прозвонить. Беру обычный мультиметр, включаю на этот режим. И проверяем. Как мы слышим, есть звук. Цепь есть. Проверяем, нет ли пробоя на корпус. Все тены прозваниваются, пробоя на корпус нет ни в одном, и это уже хорошо. Также с помощью мультиметра можно проверить по сопротивлению. Ставим значение, я ставлю 200 и проверяем. Как мы видим, 63 Ома показывает. Проверяем дальше. Как мы видим, все они разнятся, эти показания. Но тем не менее, тены рабочие, все прозваниваются.
2 таких тарелки поддона. Качество хорошее. Руками я согнуть не могу. Визуально тонкое, но прочно сделано. Ребро жесткости у него хорошее. Взял 2 штуки. Ну и, соответственно, комплектующие к ним 2 подставки под тен. Это поворотный держатель для тена. В количестве 2 полных комплектов. «190 миллиметров». Как вы видите, у меня есть такая электроплита. Ну, безобразие откровенно полное. Вы можете наблюдать. Этот тен уже не рабочий. Этот тен еще рабочий, но состояние его вы видите какое. Вот что тут творится. Фирма Термия, Винница. Модель EPT2 2.0 на 220. 2.0 означает 2 киловатта. Каждый тен по 1 киловатту. Ну и сеть 220 вольт. Чтобы сказать, что она плохая плита, нет, она свои года отработала. Чтобы вы понимали, забегая, как я сказал, это Термия, Винницкий завод, Маяк. А это поддон-тарелка для электроплиты Элна. Тоже город Винница, но другой завод. Проблемы с запчастями на Термию есть. Долго я искал замену. Взять можно на заводе напрямую через их отдел продаж. Но об этом мы поговорим немножко позже, потому что проблема есть. Пробуем примерять.
Ну, как мы видим, подойдет. Просто его нужно подружить вместе. Подойдет. И это очень даже радует. В мере своих возможностей отмыл. Вот здесь аж прикипело в краску. Здесь тоже немножко. Но это не беда. Главное чистое и нет этих кусков ржавчины. Так, это нижняя часть. И теперь, соответственно, и верхняя часть. Вот так получилось у меня отмыть. Все, как мы видим, в нормальном состоянии. Что клеммник на питание, что провода, что наши регуляторы, даже светодиоды сохранились. Единственный нюанс, который может возникнуть, это как соединить две половинки. Ввиду того, что здесь были два болта, складываются две половинки, ставятся тены, и они крепились такими колпачками и прикручивались, получается, уже снизу. Вот кусочки металла изогнутые, оказывается, служат для упора, так как одна половинка входит в другую. Нахлёст вот здесь довольно маленький, можно просто просверлить пару отверстий по контуру и просто на винты посадить, ничего сложного нет. Так, друзья, вот столкнулся я с такой проблемой. Вот у нас есть такая наружная часть. Она устанавливается вот здесь, чтобы можно было тен прокрутить, поднять и вымыть тарелку после приготовления еды. Ну, какой нюанс? Вот внутренняя часть, видите? Даже на глаз видно, что диаметры разные вот этих отверстий. То есть средняя легонько даже болтается там. Это не должна болтаться, в принципе. Она должна хорошо держаться с этой. Но, как мы видим, без доработки напильником
у нас она туда не заходит. Диаметр немножко меньше, чем этот тен. Скорее всего, вот эта вещь идет стандартная, а вот эти тены плюс-минус там играют в диаметре. Поэтому я беру, так как у меня тены эти, я беру напильником и расширяю эти отверстия. Можно взять просто большим сверлом, если есть под рукой. Плита получилась как новая. Сейчас примеряю нашу нижнюю часть от плиты. Остается сделать тест. Два наших светодиода. Давайте проверим. Как видно, светодиод загорелся. Включаем на максимум. Тен работает, выгорает смазка. Отключаю его. Подружились у нас детали от электроплиты Elna с электроплитой Thermia. А теперь, ребята, давайте перейдем к третьей части видео, поговорим о ценах. Новая плита Thermia стоит 820 гривен. У вас сейчас, конечно, как обычно, по традиции появится все в долларах, вы себе пересчитаете. Такая же самая плита, только Elna, будет стоить 490 гривен. То есть вы понимаете, почти в 2 раза цена дороже, если брать новую. Именно Thermia. По запчастям обратился я на завод Маяк, город Винницу, где изготавливают именно такие плиты. Да, у них есть тены, у них есть тарелки-поддоны в наличии. И давайте по ценам. Вот такой тен. Это тен для Thermia. Стоит 152 гривны. Поддон, ну, вы видели, какой он, в каком он состоянии ужасном. Такой поддон стоит 64 гривны. Комплектующие для электроплиты Elna. Цена вот этого тена 28 гривен. И также само номиналом 1 киловатт. То есть вы понимаете, этот 152, этот 28. Практически цена вот этого, как я купил вот этих 6.
То есть я не особо увидел смысла покупать дорогие комплектующие именно от Термии и менять их сюда. Да, поддон на Элну стоит 75 гривен, буквально там разница 11 гривен, но он прочнее. Качество его лучше. Сразу вот я помню новую, как она была в Термии. Тут качество поддона лучше, он плотнее. Лично для себя я понял, что в этом есть смысл. И что главное, вот такие комплектующие мало где найдешь в интернете в свободной продаже. Да, на заводе они есть. Вот эти есть повсеместно. Мне кажется, даже если пойти на базар, на рынок, и будут они такие лежать. Ремонт этой плиты обошелся мне 28 умножить на 2 и 75 поддончики умножить на 2. Вот и весь ремонт. Корпус я использовал. Ребята, кому мое видео было полезным, оцениваем. Конечно же, подписываемся на канал. Оставляем какой-то комментарий. И вы также можете поделиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Мне очень важна обратная связь от вас. Приятно, когда вы оцениваете. Приятно, когда ставите лайки. Мои видео могут продвигаться выше, и таким образом их увидит больше людей. Вы будете меня мотивировать, а я вас радовать новыми видео. Это видео было из рубрики «Дачные дела». Не болейте и до новых встреч. Пока!